Криптоэнтузиасты, приветствую вас на канале. Итак, максимальные вам иксы в хату. На данный момент у нас самый прекраснейший день. Ну и что мы видим? Мы видим на данный момент, что есть какое-то движение на рынке. Неужели мы дожили до того самого бэби-бума на рынке, и мы видим, что рисует отскок. Рисует отскок, это видно на графике биткоина. Так, на данный момент у нас криптопузырьки начинают потихоньку шевелиться. Биточек 3%, XRP 2,8, Ethereum 0,6, BNB 0,1, Solana 6,2. Неплохо, конечно же. За день у нас тоже все позеленело. Понедельник зеленый, не дай бог, чтобы была неделя у нас опять же трэшовая и красная. Ну, посмотрим, как у нас будет. Все-таки у нас уже... Я думаю, что по времени поджимают все это дело, и где-то мы уже на пороге роста. Итак, что у нас по битку? Глобально, что мы видим? То, что мы здесь находились в таком вот нисходящем канале. Также можно здесь рассмотреть нисходящий клин. Канал мы можем с вами подредактировать, потому как мы вывалились с этого канала. Буквально 26 февраля биток вышел с этого канала и ушел ниже. Этот канал мы можем построить уже в принципе вот так вот. Глобально. Самые позитивные сценарии на крипторынке, которые я ожидаю, это, конечно же, вот это вот зеленое движение. То, что биток уйдет в диапазон 157 140, 150 тысяч долларов, где-то так сюда. Ну, может быть такое, что это будет 135. Посмотрим там уже по факту. Самый негативный сценарий, то, что мы отрисуем отскок дохлой кошки, диапазон примерно 100 тысяч долларов, и уйдем вниз на медвежку. Я, конечно же, не хочу этого сценария видеть, потому как это самый негативный сценарий. Ну, а медвежка у нас будет где-то примерно там в конце 26 года. Вот. Но мы надеемся, то, что у нас будет полноценный цикл, и биток уйдет в диапазон выше, чем 110 тысяч долларов, и мы уйдем в зону эйфории, это диапазон 120-150 тысяч долларов. Посмотрим, как у нас это все дело произойдет. Также на данный момент мы подходим к важному уровню. Если посмотреть локально, давайте мы удалим этот нисходящий канал, потом его нарисуем. Мы подходим к важному уровню. У нас здесь есть тренд. У нас есть тренд, который берет свое начало еще с 22 января. Это день инаугурации Трампа. И буквально сегодня мы подошли к этому тренду. Вот данный тренд, и мы к нему подходим. Нам нужно пробить данный тренд для того, чтобы здесь отрисовать хотя бы какое-то боковое движение. И нисходящий тренд, вот этот у нас должен быть пробит. Мы отрисуем потом здесь какое-то боковое такое движение с закрепом. Может быть такое, что мы уйдем еще на одну коррекцию. Здесь тоже отрисуем закреп и дальше восходящее движение. Но у нас есть глобально сопротивление 98-94 тысячи долларов по биткоину. Давайте-ка мы посмотрим с вами, что у нас по объемам. Как раз вот этот вот момент. Я думаю, что продажи уже на биткоине закончились, и дальше начинаются только покупки. Вот. Смотрим. У нас были здесь желтые вот линии, это были сильнейшие продажи. Вот здесь вот у нас были продажи, начиная, допустим, из диапазона 84 тысячи долларов. И здесь были максимальные продажи. Дальше, есть у нас еще сильнейшие продажи в диапазоне 92-94 тысячи долларов. Как раз под вот этим вот блоком сопротивления. Мы можем отметить то, что у нас здесь тоже есть небольшой блок сопротивления по биткоину. Вот, мы его отметим. Здесь небольшой блок сопротивления. Но его тоже нужно, конечно, будет в дальнейшем преодолеть. Также у нас есть здесь покупки, сильнейшие покупки. Вот. Здесь у нас есть покупки в диапазоне 89-92. Тоже сильнейший блок. Ну и в принципе что? Пока видно то, что у нас здесь, ну, вроде бы как формирует разворот. Одно только не нравится, то, что мы здесь ходим длительный период времени уже в таком вот восходящем канале. В таком вот восходящем канале мы ходим, и это как раз у нас сбор
ликвидаций. Здесь у нас набираются лонгисты, они здесь прячут за фитилями стопы и могут это все дело просто-напросто откорректировать. Мы можем, в принципе, вот так вот сквизануть вниз. Где-то там даже в диапазон 81 тысяча долларов, это было бы нормально. В принципе, вот так вот. По битку у нас здесь все вроде бы неплохо. Будильник у меня звонит. По битку вроде бы у нас здесь все неплохо. Одно только негативно то, что мы на данный момент находимся в восходящем канале. Восходящий канал может, конечно, закончиться какой-то там трэшовой коррекцией. Небольшой. Конечно же, я не исключаю тот вариант, что мы можем еще опуститься в диапазон 73 тысячи долларов. Но многие, конечно же, ожидают там биток. И может быть такое, что там не дадут. Может быть такое, что не дадут. Также давайте посмотрим, что у нас творится на CoinMarketCap. 2 триллиона 830 миллиардов долларов. Капитализация потихоньку растет, и это очень хорошо. Что у нас по индексу страха жадности? Я думаю, что на рынке присутствует максимальный страх, потому как все боятся уйти на медвежку. Видим то, что на данный момент у нас рынок разворачивается, страх, и это очень хорошо. Смотрите, как максимально погрузили все это дело в страх. Буквально с 4 февраля, даже 3 февраля, когда у нас был крэш, с 3 февраля у нас страх. Немножко было жадности 21 февраля, но здесь максимально дали страх, и это очень хорошо. Сейчас у нас уже отметочка 45. Отметочка 45, баба-ягодка опять. В принципе, думаю, что все у нас будет хорошо. Рисует, конечно же, неплохой отскок будет, я думаю. Но надеемся, что это будет не отскок дохлой кошки. Эфириум закрепляется в диапазоне 2000 долларов. Dogecoin 17 центов. Ну, очень, конечно, плохо. Я был чуть-чуть прикупил Dogecoin по 30 центов. Перелил один альткоин, небольшую часть позиции. Но Dogecoin показал слабость. Ничего. Посмотрим, что у нас будет дальше. Итак, дальше по поводу альтсезона. У нас на данный момент отметка 17. На CoinMarketCap есть тоже здесь индикатор. Мы можем его посмотреть. Вот, данный вот такой вот у нас индикатор. Отметочка 17. Это у нас индикатор отображается только здесь за 7 дней и за 30 дней и за 90 дней. Ну, это для того, чтобы, можно сказать, не пугать. Я не хочу говорить хомяков, типа, потому как уже люди начинают хейт писать, то типа, что я тоже хомяк, и говорю, что все хомяки. Ну, для того, чтобы не пугать инвесторов. Вот что. Потому как у людей короткая память, 90 дней им, в принципе, хватит. Они здесь больше не хотят писать. И что у нас по поводу альтсезона? Мы видим то, что большинство альткоинов отстрелило. Форм, Бера, монетка, ИП, Трамп 82% дал. Где он там 82% дал, я не знаю. Не, ну конечно, да, с того крэша. Там, может он и... ОМ монетка 69% дала. Это за 90 дней. Ну да, Трамп с учетом коррекции дал 82%. Там, по всей видимости, от начала торгов, потом памп они посчитали, потом коррекция. Ну, такое вот... БГБ, биржевой токен. Кстати, я с вами рассматривал токены, которые можно приобрести на бычку. Можно, конечно же, присмотреться к таким токенам, как биржевые токены. Это у нас остались еще монетка ОКБ, биржа OKX и БГБ. Правда, БГБ уже сильно выросла, а вот ОКБ не выросла. Pax Gold у нас поднялся на 15%, это золото у нас поднялось, и кава 18%. Каву мы с вами рассматривали, один из подписчиков тоже писал интересный комментарий, говорил, что к каве стоит присмотреться. Также биточек скорректировался за 90 дней на 8% практически, лайткоин на 12%. Ну, здесь большое количество, особенно вот здесь вот щитки, Флоки, например, потеряла 63%, Джасми 64%, Вив 72%, ВЛД 63%, ну, большое количество. Особенно, посмотрите, вот особенно мемкоины пострадали. Бонг скорректировалась, Пепе скорректировалась, Флоки, Вив. Вот в основном такие вот мемкоины и скорректировались. Дальше, что тут у нас еще по мемкоинам? Dogecoin 45% потеряла монетка. Shiba Inu 41% потеряла.
большое количество мемкоинов потеряли очень большое количество бабла. В принципе, вот так вот. Что у нас по самой капитализации? Давайте-ка мы посмотрим. Капитализация у нас в красной зоне. Если мы посмотрим за все время, мы находимся в зеленой. Так, за год, давайте-ка мы посмотрим. Здесь у нас на пике 12 месяц 24 года у нас была капитализация 3 триллиона 700. Сейчас у нас 2 триллиона 830. Ну, 1 триллион сняли. Просто-напросто сняли как с куста. Также давайте глянем, что у нас по поводу доминации. Мы неоднократно с вами разбирали доминацию биткоина, ожидали падения доминации. Но это не говорит о том, что именно с битка будет переток бабла в альткоины. И типа все, там биток соскамится. Доминация отображает нам то, что тренд битка затухает относительно альткоинов. Альткоины намного больше набирают оборота. Ну что мы видим? Вчера у нас была манипуляция на доминации битка. Может быть такое, что формирует здесь ордер-блок разворотный на дневке. На часе у нас выглядит все это вот так вот. На данный момент мы по доминации биткоина ходим в диапазоне вот этого вот блока 61,5%. Опять же мы продолжаем здесь плясать свистопляски. Буквально вчера опускались мы ниже, потом пробили блок выше. Ну, вот такое вот идет волновое движение у нас. Буквально с 13 марта у нас рисует боковик по большинству альткоинов. На часе мы видим то, что у нас уже была здесь перегретость. Смотрим, что за последний период времени буквально была перегретость 24 февраля на RSI. Теперь у нас буквально вот в 2 часа ночи была тоже перегретость. Может быть такое, что здесь уже и формирует опять какое-то разворотное движение по доминации биткоина. Также мы видим здесь опять же рисует дивер. Давайте мы его вот так вот подредактируем. 2 февраля начало дивера. И вот у нас, смотрите, как интересно получается. Оп. Вот. Чуть-чуть так вот мы, может, не дотянули. Ну, вот такой вот у нас дивер здесь рисует. Это медвежья дивергенция. Я думаю, что скоро здесь все-таки доминация биткоина развернется. Также, давайте посмотрим с вами, что творится на DXY. Это тоже важный показатель. DXY мы рассматривали на прошлой неделе. Что у нас уже эта неделька? Эта неделька у нас уже открывается небольшая зеленая. Так, это у нас дневка на недельке. Да, открылась у нас небольшая такая вот зеленая свечечка, но здесь только-только начало. И что у нас на 4-часовике? На 4-часовике рисуют здесь двойное дно. Здесь у нас острый конец и есть закругленный конец. Зачастую двойное дно отрисовывают, могут, конечно же, здесь сделать разворот. Но я, если будет здесь разворот, ожидаю движение DXY где-то примерно в верхнюю часть канала, а это 105,5 пунктов. Вот сюда вот. Ну и дальше может опять будет у нас снижение. Посмотрим, понаблюдаем. Посмотрим за этим делом, всем понаблюдаем. Также по поводу комментариев. Я все комментарии пристально читаю, смотрю. И в принципе вот человек пишет, какой лайткоин 260, если он даже до половины от своего максимума не дошел, когда биток был 108 тысяч долларов. Ну смотри, есть биткоин сезон на рынке, а есть альт сезон на рынке. Когда биткоин сезон на рынке, то некоторые альткоины, ну они движутся не очень сильно. Если мы на данный момент видели, вот если посмотреть глобально на индикаторе, если мы на данный момент видели то, что у нас большой период времени происходит на рынке биткоин сезон, то зачем альткоинам расти? Они растут просто за битком. Чуть-чуть биток вырос и чуть-чуть альткоин вырос. Если, конечно же, мы не увидели движение по альткоинам, то это говорит о том, что манипулятор не завершил свои движения с битком. Буквально, допустим, в декабре, в ноябре месяце это был не пик бычьего рынка, и по всей видимости пик будет дальше. И никакого альт-сезона он пока не устраивает. Не пришло еще время альт-сезона. И мы неоднократно разбирали лайткоин, и я говорил на канале своем то, что
Litecoin ставит зачастую свои пики только тогда, когда уже завершается альт-сезон. Вот если мы посмотрим в прошлом цикле, как это было. Litecoin поставил свой пик буквально 8 мая 2021 года. Это уже был пик бычьего рынка. Да, конечно же, там еще был у нас отскок осенью 2021 года, но потом, когда биток пошел на свой перехай осенью 2021 года, Litecoin даже уже не пошел на свой перехай. А истинный, можно сказать, пик бычьего рынка был буквально в мае 2021 года. И вот Litecoin у нас ставит пик. Также мы предполагаем, что в этом цикле у нас пик сезона бычьего будет где-то примерно конец лета, начало осени. Вот у нас даже данная метрика показывает то, что у нас пик где-то припадает на август 2025 года. То можно понимать то, что, конечно же, и Litecoin сейчас себе не поставит данный пик здесь. Ну никак он не поставит пик. Если он поставит пик где-то в диапазон, пускай даже $260, если бы он сейчас поставил бы пик, пускай бы он не пошел на перехай, то это бы говорило потом, что уже здесь, в принципе, цикл закончился и уже дальше только медвежка. А мы этого не увидели. И это говорит о том, что в дальнейшем пока что нету никаких намеков на разворот на медвежку. И в принципе, я предполагаю, что здесь еще будет какое-то движение, и Litecoin где-то к августу начнет здесь ставить пик, допустим, $260, может там, допустим, на конец осени будет перехай по Litecoin. Это просто-напросто мои предположения, не 100%, что так может произойти, не 100%. Вот, допустим, я на декабрь поставил, я предполагаю, что это будет где-то там август, сентябрь, например, вот так вот уже нужно будет покидать Litecoin. Вот. Так что Litecoin зачастую ставит свои пики только тогда, когда уже завершается альт-сезон. Вот Litecoin пришел на свой перехай, это май 2021 года. Все, это уже был пик альт-сезона. Также мы видим то, что Litecoin пришел на перехай 22 декабря 2017 года. Буквально с 1 января 2018 года уже у нас начался медвежий цикл. Все, вот в завершении бычьего цикла Litecoin ставит свои хаи. В 2017 году так было. Так было даже в 2013, я там рассматривал график. В 2021 году так было. И так, я предполагаю, будет, наверное, у нас в 2025 году. Мы сможем уйти на легенький перехай. Вот так вот, $250, я думаю, что Litecoin может достигнуть. Но ожидать такие цели я не собираюсь. Я говорил, что $260 уже можно, в принципе, будет покинуть здесь вот все это дело. Вот так вот, в принципе. Может какую-то часть еще оставить. Что по поводу альт-сезона глобального, мы не увидели никакого альт-сезона. И, по всей видимости, все еще движение у нас должно быть впереди. Также метрика Stock to Flow нам говорит о том, что мы находимся примерно в коррекции. Почему коррекция, я разбирал неоднократно в видео. Кому интересно, можете посмотреть в истории YouTube. Буквально даже неделю тому назад. Вот. Здесь мы видим уже по Stock to Flow, что у нас... мы выходим с коррекции. Вот уже здесь формирует разворот. Его даже уже видно, этот разворот. Здесь уже слом нисходящего тренда формирует. Какой здесь будет разворот? Будет ли скок здесь дохлой кошки? Или будет здесь полноценное продолжение бычьего цикла? Мы увидим только все это в будущем. Никто не знает точно, что может произойти на рынке. Вот. Но я думаю, что здесь уже начинают веять это все дело позитивом. И как раз, кому интересно, можете присматриваться к альткоинам, конечно же. Кто хочет присмотреться к покупкам биткоина, какие активы можно прикупить, мы с вами рассматривали в Ютубе. Юпитер можно, например, присмотреться. Довольно-таки он неплохо скорректировался. Молодой проект, еще не показывал особо никакого роста. Монетка МНТ, тоже биржевой токен. Вот у нас уже видно, что чуть-чуть так приподняли, довольно-таки неплохо. Можно, в принципе, присмотреться к монетке МНТ, закинуть ее на биржу Bybit. Ссылка на данную биржу в описании под видео. Там вам будут скидки на торговые комиссии 50%. Также можете стейкать
активы под хороший процент. В принципе, вот так вот. Поддерживаем канал лайками, подписками, комментариями. Я думаю, что мы все-таки пережили уже данную эту гребаную коррекцию, которая длилась уже очень длительный период времени. А это у нас буквально, смотрите, с 9 декабря, это у нас январь, февраль, март, и вот уже апрель, 4 месяца мы, в принципе, находились в трэше. Я думаю, что здесь будут формировать потихоньку небольшой разворот, и тренд альткоинов у нас, конечно же, наступит. Тренд у нас альткоинов наступит. Давайте-ка мы посмотрим, что у нас здесь творится. Также. Market Cap. Даже сам Market Cap нам вот в принципе показывает по поводу доминации. Доминация биткоина в диапазоне 60%, эфириума 8.6% и альткоинов 30%. И мы уже здесь где-то уже, по всей видимости, даже по тому самому эфириуму отрисовываем донышко. 8%, ну уже смотрите, уже дальше куда некуда уже падать. Эфириум это батя всех альткоинов, и если он развернется, конечно же развернет и весь альткоин рынок. В принципе вот так вот. Доминация биткоина где-то здесь уже должна формировать свое разворотное тоже движение, доминация альты тоже разворот. Ну в принципе ситуация как вот было у нас в 2021 году и как было у нас в 2017 году, да. Я думаю, что здесь вот такой вот клешню краба начнут рисовать в скором будущем. И все у нас, конечно же, на рынке позеленеет. Начнется тренд альткоинов. Он будет, конечно же, продолжительный период времени. Где-то примерно от 4 до 6 месяцев. Все поймут, что они гуру-трейдеры. Все начнут пилить разные YouTube-каналы, что они супер-трейдеры. Там, что залетай, покупай, приватки начнут делать. И на этом, конечно же, все будут думать, что все будет хорошо. Тогда у нас настроение на рынке поменяется, кардинально поменяется на рынке с негатива в позитив. И это будет, конечно же, первый признак о том, что мы будем скоро погружаться на медвежку и нужно будет покидать рынок. В принципе, вот так вот. Такие вот мысли, такие вот у нас мысли по поводу дальнейшего бычьего рынка. И каждый будет пилить тогда YouTube канал, говорить, что он гуру-трейдер. Ну, я, например, свой канал веду еще с 2021 года. Да, конечно же, алгоритмы YouTube не толкают мой канал где-то там по всем просторам. Он пускает в основном инфлюенсеров. По всей видимости, они работают на бирже. И биржи тоже это все дело продвигают в YouTube. Ну, мой канал так потихоньку набирает обороты. Я все равно этому рад. Спасибо вам, конечно же, за лайк, подписку, комментарий. Желательно, чтобы вы поддержали мой канал. И мы будем разбираться, что творится на этом гребаном рынке. Я думаю, что мы достигнем пичевого, чуть ли не сказал, импичмента президента. Достигнем пика бычьего рынка, и все у нас будет хорошо. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до связи и мирного неба.